Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Куда же катится ваша жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, я вам скажу, что вы такой мужчина хоть куда. Вот есть у кого-то из вас такое даже небольшое хвастовство, да, что я вот такой в каком-то смысле красивый, у кого-то хорошая фигура, да, кто-то из вас спортом может заниматься, то есть, любите вы вот чем-то немножко так прихвастнуть, да, у кого-то машина может быть красивая, у кого-то еще что-то, есть такая у вас черта характера. Плюс я вам скажу, что в общем-то, характер у вас, такой спокойным его, никак не назовешь. Особенно это может проигрываться в последнее время. Нервишки начали шалить, как-то вот здоровье начало ухудшаться, я вам скажу, ребят, потому что виной всему ваша прежняя жизнь, виной всему вот трудности именно с женщиной, да, женщиной, которая была к вам эмоционально холодной, которая у кого-то проиграется, предавала, обманывала и так далее. Глубоко мы копать туда не будем, да, ваши прошлое, дабы не теребить ваши душевные раны. Я вам скажу, что ваш характер испортился вот именно из-за проблем в личной жизни. Вот напишите в комментариях. Давайте снова сделаем такой небольшой соцопрос, да, я думаю, и вам понравилось, и мне интересно почитать будет. Вот напишите, у кого из вас, вот, допустим, после развода испортился характер? В каком смысле испортился? Может быть, вы более вспыльчивы стали, может быть, более недоверчивый. То есть, вот напишите каждый по-своему, вот как вы считаете. Потому что раньше вы были другой. Простите, что-то я снова приболела, ребят. Что-то мне в этом сезоне не везет. Я вам скажу, что вот в вашей жизни вот было столько трудностей. У каждого, конечно же, это будут новые, вернее, свои трудности, да, потому что это общий расклад. Но вы настолько как-то вот по-мудрому выходили из этих ситуаций. Мне кажется, что вас вообще злодейка судьба не сможет, никак сломить. Вы такой человек, который всегда вот найдет лазеечку, да, вы всегда найдете, как выпутаться из любой такой самой, наверное, сложной ситуации. Я вам скажу, что, наверное, единственное, из чего вы не смогли выпутаться, это из ваших проблем вот в личной жизни. Вернее, даже вот сейчас среди вас есть люди, которые сейчас находятся в сложных отношениях, да? Говорю так, потому что это общий расклад, и знаю, что меня смотрят и несвободные люди. Вот те, кто живут сейчас с женщиной, но опять же, я вам могу только искренне посочувствовать, потому что рядом с вами холодная женщина, да, вот снежная королева. Вы это видите, вы это понимаете, да, но по какой-то причине вы не хотите расставаться, хотя у кого-то из вас уже, терпение, наверное, заканчивается. Вот есть такие люди, напишите, кстати, в комментариях, да, есть такие, кто... уже готовы, да, поставить точку в таких отношениях. Вы не можете больше жить со снежной королевой. То есть вы не хотите идти домой, да, вы как будто вот с соседкой реально живете, вот как брат с сестрой. Напишите, ребят, вот что вы чувствуете, кто так живет, да, вот почему вы не уходите, вот почему вы сами себя мучаете. Тем более, знаете, вот, мудрость-то у вас есть богатый жизненный опыт, вы знаете, как можно это все разрулить. Жить ради детей, допустим, это вообще большая ошибка, я уже об этом говорила не раз. Жить, допустим, ради квартиры, просто поставьте на чашу весов, а стоит ли вот квартира и ваше здоровье, да, вот что перевесит. Потому что вы находитесь в хроническом стрессе, вот те, кто так живут. Я вам скажу, ребят, что вы устали и соскучились, да, соскучились по какой-то вот стабильной жизни, потому что, знаете, такое ощущение, что жизнь вас периодически вот как будто, знаете, вот волны, да, вот волны представьте себе, и вот вас как будто
То штиль, то волна накрывает, то штиль, то снова волна накрывает. Вот в таком плане. И вы устали от вот этих вот качелей таких жизненных. Плюс это, конечно же, эмоциональные качели, которые тоже вам, ну, не очень легко даются. Так, что еще в вашей жизни? Вы человек очень такой бережливый. Вы человек, который, знаете, я бы сказала, что вы умеете настолько вот лавировать между людьми, где-то умеете маску одеть, где-то умеете улыбнуться, где-то нахмуриться. Знаете, это зависит от людей, от ситуации. То есть вы настолько так дипломатично урегулируете все вопросы вашей жизни. Я не могу вот назвать это двуличием. Нет, ни в коем случае. Вот вы именно вот как дипломат хороший. С вас получился бы действительно хороший такой дипломат, который умеет разрулить много чего. Вы человек, который, конечно же, ждет свою вторую половинку. Вы не теряете надежды. Даже те, кто сейчас вот живут в отношениях, вот в таких токсичных отношениях, без любви, без какого-то тепла, без заботы, да, вы все равно вот в мыслях, в душе, вы ждете новую женщину. Вам бы хотелось новых отношений, но настоящих отношений, теплых, с любовью, такие, какие они должны быть. Вот напишите, я права или нет, ребят, те, кто живут со снежными королевами, напишите. Даже не исключено, что у кого-то из вас может сейчас быть роман на стороне, потому что, ну, со снежной королевой даже ложиться в постель, ну, не очень-то приятно и не очень хочется, правда ведь? Поэтому делитесь, ребят, в комментариях. Мне всегда очень приятно читать то, что вы пишете. Итак, давайте разбираться, куда же катится ваша жизнь, что же будет дальше, да? Вот посмотрите, вы настолько ориентированы вот в будущем на семью, да, на теплые отношения, ну и, конечно же, на финансовое благополучие, что мне сразу вот 3 карты подряд легли, которые это самое же и обозначают, да, то есть богатство, любовь, семья. Это 3 такие главные составляющие, 3 кита, которые начнут выруливать вашей такой новой жизни, на новом вашем жизненном этапе, потому что у вас, ну, в принципе, плюс-минус, да, в скором времени у каждого по-своему проиграется, мы не можем привязываться к каким-то срокам. У вас начнет жизнь меняться и меняться в лучшую сторону. Вот давайте посмотрим, вот в принципе у вас даже финансы начнут меняться. Вот смотрите, те из вас, кто сейчас, допустим, испытывает серьезные какие-то финансовые проблемы, ну пусть даже не очень серьезные, но тем не менее денежек не хватает. У вас будет возможность, причем очень такая классная возможность улучшить свое финансовое положение. Вам в этом поможет кто-то, человек, причем это семейный человек будет, который у кого-то проиграется, что вы пойдете в гору по карьерной лестнице. У кого-то, возможно, предложат вам новые заработки, подработки, да, вот какие-то новые вакансии, может быть. То есть человек в вашем окружении, который поспособствует каким-то образом улучшению ваших финансов, да. Поэтому сказать, что вы будете бедствовать, ну никак я не могу. Здесь скорее наоборот проиграется, что улучшение вашего финансового положения. Я вам скажу, что даже те из вас, кто сейчас упали духом из-за финансов, у вас вот как будто, да, вот по карте возрождения, у вас реально начинается как будто новая финансовая история. У кого-то даже, ну вот смотрите, элементарный пример привожу. Допустим, там у вас есть бизнес какой-то, да, ваше дело, и оно чахнет, да, вот казалось бы убыток. Но вот каким-то образом, возможно, с помощью вот этого человека, который я сказала, ваше дело начнет возрождаться. Может быть, кто-то вам какую-то денежку одолжит, да, и вы начнете возрождать свое дело, и оно пойдет вверх. Может быть, еще каким-то образом. Ну, то есть здесь очень такой благоприятный период в финансах у вас начинается.
Далее я вам скажу еще такой момент, что вы встретите в своей жизни человечка, ну, женщину, естественно, да, вы встретите человека, которого, наверное, ждали всю жизнь. Это так звучит, да, вот как в книжках, как в сказках. Этот человек, ну, вернее, женщина, назовем ее так, да, женщина-человек, она станет реально вот вашей такой мощной, надежной поддержкой и опорой. Вот опорой абсолютно во всем. Вы как будто две половинки с ней будете. Она очень нежная, она моложе вас, она симпатичная такая, знаете, вот как говорят, миленькая такая женщина. Не красавица, но такая вот милая внешность, да? Она очень такая, знаете, добродушная, она гостеприимная, она вежливая. Вот вам с ней будет настолько комфортно находиться вместе, что вы, наверное, уже многие подзабыли эти ощущения. Вот вы подзабыли, как это, когда тебе комфортно с женщиной, когда тебе хочется не то что идти, а бежать домой, да, потому что ждет дома любимая женщина, да. С этим человеком у вас, конечно же, будет море, океаны нежности, потому что когда люди любят друг друга, хочется как минимум хотя бы просто прикоснуться, да. Вот говорят, один из таких вот признаков любви – это когда тебе хочется к человеку прикасаться. И это действительно так, потому что, ну, вы сами прекрасно понимаете, когда женщину не любишь, ну, не хочется ни за руку ее брать, ни обнять, ни поцеловать, правда ведь? А здесь у вас будет море нежности, море любви, море интима, очень такие теплые, гармоничные отношения будут. У многих проиграется, что они перейдут как раз в семью. Так, посмотрите, ну потрясающе. Женщина мечты. Женщина мечты, очень доверительные отношения, очень, знаете, вот ну реально как будто это ваша вторая половинка. Далее, что еще произойдет в вашей жизни? Давайте-ка будем смотреть, куда же она катится. А катится она в плюс, ребят, она не в минус катится, вы не будете падать ниже плинтуса. Она катится только, знаете, вот в позитивный позитив такой. Я вам скажу, что у кого-то из вас проиграется путь-дорожка такая. Куда это будет дорожка? У кого-то, возможно, это будет поездка, связана с каким-то заработком, подработкой, да. Опять же, это могут быть командировки, но где вы довольно неплохо заработаете. Это будет, опять же, поездка ради этой любимой женщины, потому что вам будет хотеться все больше, ну, чем-то ее побаловать, чем-то ее порадовать. Знаете, это такие моменты счастья, когда вы сами будете готовы 24/7 зарабатывать деньги, ну, чтобы даже какую-то безделушку купить и просто сделать ей приятное, да, потому что вот этот сам момент, когда ты даришь подарок, да, любимому человеку, когда ты видишь, как глаза сияют от счастья, да, но тебе хочется еще и еще повторить эти мгновения, да, еще что-то сделать для человека. Далее, смотрите, в вашем окружении еще хочу сказать вот такой не очень приятный момент, да. Есть человечек, который, ну, не очень искренен с вами. Здесь какая-то есть хитрость, здесь может быть обман, здесь человек, ну, у кого-то может проиграться, опять же, либо по работе, это по соседству, или среди ваших знакомых. Включайте свою интуицию, вот всегда включайте ее, я не перестаю это говорить. Интуиция – это такой самый верный ваш помощник. Она подскажет, какой человек с вами неискренен. Этот человек, опять же, мы не будем привязываться, мужчина либо женщина, потому что у всех по-разному проиграется. Он, знаете, как будто следит за вами, этот человек, чтобы, ну, сделать какую-то вот то ли подставу, что-то такое, ну, не очень приятное. Человек, скорее всего, не семейный. Это тоже такая маленькая зацепка. Человек очень одинокий. И знаете, когда у вас начнутся вот такие вот новые любовные отношения, но я бы не советовала вообще вам ни с кем делиться своим таким маленьким счастьем.
Счастье любит тишину, ну не зря говорят, потому что момент сглаза никто не отменял. Порой люди сами себя могут сглазить. Я думаю, вы тоже замечали, да, вот похвалишься чем-то, просто вроде бы расскажешь, да, на радостях, на эмоциях, что вот у меня и то, да, я там купил и то, а оно раз и поломалось, да, эта вещь, что вы купили. Ну, либо же еще какие-то моменты. То есть не нужно поначалу особенно, ну, не распространяйтесь, потому что завистники в вашем окружении тоже есть. И вот этот человечек, который рядом обитает, ну, прислушайтесь к интуиции, вот прислушайтесь и старайтесь держаться подальше, и тем более ничего не рассказывать вот этому такому хитрому обманщику в вашем окружении. Так, что же еще? Знаете, вот почему-то мне идет такая информация, ну не знаю, может быть для кого-то это банально будет, но в связи с тем, что сейчас вот зима, да, могут быть у кого-то из вас проиграться, смотрите, ну назовем это проблемы с отоплением, да, вот как-то так, вот что-то пойдет не так, чтобы вы ну, тотально не начали замерзать. Я не говорю, что, чтобы вас там напугать, да, ну, может быть, какая-то либо авария там на котельной, ну, где угодно, либо же у вас там трубы, там, проверьте, вот такие вот моменты. Может быть серьезная поломка, знаете, вот то ли отопление у кого-то прорвет, то ли еще что-то. Говорю просто, чтобы перестраховать. Ребят, проверьте, перепроверьте. Может быть, где-то труба проржавела у кого-то, еще какие-то моменты, но чтобы реально вы не начали в квартире либо в доме замерзать. Потому что вот, казалось бы, оно чепуха, но это далеко не чепуха. Остаться в морозы без отопления, да, ну, как минимум, это большие проблемы вам гарантирует. И по здоровью, и вообще, ну, как бы, если размерзнется система отопления, вы сами понимаете, что может случиться. Поэтому лучше как-то перебдеть, чем недобдеть, как говорится, да. Я вам скажу, что у вас вообще идет такой период, что вы будете вот как будто сами собой гордиться своей женщиной. Вообще вот как-то, знаете, ваша жизнь начнет настолько круто меняться, что ну реально вы будете вот на высоте. Вы, во-первых, почувствуете себя более уверенно, вы почувствуете себя нужным и любимым, вы почувствуете себя окрыленным таким, да. Работы, конечно, у вас добавится, потому что любимая женщина, это вам не хухры-мухры. Это, конечно же, захочется чем-то ее порадовать. И смотрите, ребят, далее. У кого-то из вас, вот смотрите, по здоровью, у кого-то неправильно поставлен диагноз. Особенно это вот у кого недавно, допустим, вы были в больнице, то ли это врач не очень такой, ну, квалифицированный, не очень опытный. Здесь я бы вам посоветовала, может быть, сходить к другому врачу, может быть, дополнительные какие-то исследования, анализы сдать, да, обследоваться. Потому что, ну, очень такой мнимый, да, вот выдуманный какой-то диагноз. И, соответственно, если вы будете лечить его неправильно, да, вот вам приписали непонятно что, а у вас совершенно другая проблема, ну, результат вы сами понимаете, что будет плачевный. Поэтому, смотрите, по здоровью вот я бы советовала, обратитесь лучше еще куда-то. Сказать, что у вас будут серьезные проблемы вообще по здоровью, я не могу. Более-менее стабильно. Я не вижу таких прям серьезных обострений по здоровью. Единственное, вот, поберегите ноги, поберегите суставы. Нервная система, конечно же, расшатанная, но можете попить успокоительные, да, там, либо же к врачу сходить, может быть, еще что-то вам назначат. Вот нервы, стрессы, это, конечно, ваше все. Но, тем не менее, здесь тоже можно какие-то попить таблеточки, хотя бы элементарную валерьяночку попить, да, чтобы хоть немножечко так стабилизироваться. Ну, а так, в принципе, по здоровью я говорю, что в ближайшее время я не вижу особых таких проблем, особых рецидивов каких-то, поэтому не переживайте. И вообще вам болеть нельзя, потому что у вас такая шикарная женщина на пороге. Чего я вам всем и желаю. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!